Поединок Дарта Сидиуса и Мейса Винду является одним из самых противоречивых поединков в лоре. Фанаты годами спорят, кто на самом деле победил в этом бою и кто является лучшим бойцом и лучшим фехтовальщиком. Ломал ли Палпатин комедию для Энакина или абсолютно честно проиграл магистру Мазафакеру? Сегодня будем со всем этим разбираться. Всем привет! Меня зовут Леша Свиридов, и я инструктор по длинному мечу. Давайте разбираться. Начнем мы с анализа самой площадки. И на самом деле Палпатину не позавидуешь, потому что пространства в его кабинете практически нет, что еще больше усложняет ему задачу. Я сам очень не люблю маленькие ресталки, потому что процент рандома на них просто чудовищный. Если говорить про позиции, в которые встали джедаи, то о композиции кадра они думают гораздо больше, чем о положении клинка в пространстве. Кит Фиста стоит в позе «Я протагонист видеоигры», и он как будто хочет, чтобы Винду споткнулся об его меч. Такая же ситуация с Сейси Тином. Его меч, по сути, стоит на траектории меча Эгона Колора. Эгон Колор стоит в позиции гнева, то есть его меч расположен над правым плечом. И самый прямой удар для него — это удар с правого плеча. Но он, по сути, заблокирован мечом Сейси Тина. Ну, то есть стоит ребята максимально по-киношному. Если объяснять это логикой сцены, то получается, джедаи вообще не ожидали сопротивления. Также давайте уделим немножко времени мечу Дарта Сидиуса. И это будет наша первая зацепка. Обратите внимание, что дизайн рукояти одноручный. Честно говоря, я сам об этом не задумывался, пока не подержал реплику такого меча в руках. А вот эта выемка очень хорошо подходит для большого пальца, чтобы взять его в сабельный хват. Также мы знаем, что против Дарта Мола и Саважа он использовал два меча. Тут вы можете мне возразить, что, мол, это редкон. Однако вспомните конец дуэли. Винду выбил у Сидиуса этот меч, и он вылетел в окно. А во время дуэли с Йодой меч у Сидиуса снова есть. Я сомневаюсь, что он кого-то посылал обшаривать все помойки Курусанта в поисках его меча, и то, что он вообще сохранил целостность конструкции после такого падения. То есть, если Мола и Саважа он воспринимал достаточно серьезно и принес на бой два меча, то для джедаев он даже поленился достать второй. К вопросу о всяких гиговских штуках. Это первое видео на моем канале с рекламной интеграцией. И согласился я на нее только потому, что пришел реально прикольный спонсор. Выход этого видео поддержал магазин Roger Bricks. У ребят можно найти кучу кастомных фигурок и наборов по своим любимым вселенным. Когда я увидел эту штуку, я точно понял, этих ребят в интеграцию мы берем. Причем вселенная Звездных войн у них представлена очень круто. Вам отказали в звании мастера? Не беда, сделайте свой собственный совет джедаев. Да чего уж мелочиться. Давайте сразу храм. Также куча совершенно новых дизайнов фигурок, с новыми элементами брони, которых нет в оригинале. Также в наличии есть персонажи, которые обделены оригинальными наборами, но которых очень хотелось бы добавить в свою коллекцию. Но не одними Звездными войнами. В магазине есть более 1000 разных фигурок из более чем 20 известных вселенных. Также меня попросили сделать отдельный акцент на наличие розничного магазина в Санкт-Петербурге. Адрес на экране и в описании. И приятный бонус. Для зрителей моего канала действует промокод на скидку в 5%. И он суммируется со всеми другими акциями на сайте. Так что если вы хотите побаловать свою или чью-то еще гиковскую натуру, вы знаете, как это сделать. Ссылочки в описании. А мы возвращаемся к видео. Вообще, эта сальтуха мне всегда казалась дико компьютерной. Однако я ошибался, и эта штука была реально отснята с каскадерами. Ну и изначальное положение актеров выглядит куда адекватнее. Между двумя джедаями сбоку есть вполне почтительная дистанция. Также Фиста не мешается Мейсу, а сам Мейс стоит в очень интересной позиции. В немецкой традиции такая позиция называется Небенхут, нижняя позиция. В итальянской традиции она называется позиция хвост. Да, в какой-то веке интуитивное название в итальянской традиции. Вообще, позиции можно разделить на две категории: открытые и закрытые. Иногда их еще называют совершенные и несовершенные по одному из итальянских учебников. Закрытые позиции — это те, в которых меч направлен на противника. Например, железная дверь, бык или глупец. В них оружие направлено в сторону противника, и такие позиции выполняют более защитную функцию. Из таких позиций просто делать аккуратные снайперские удары, колоть или защищать какой-то сектор. То есть как бы пассивный меч перед нами, и он нас защищает. А открытые — это те, где меч заведен на себя. Из таких положений гораздо проще генерировать усилия. И такие позиции хороши для сложных комбинаций, действий на оружие и пробития защиты. Также плюс таких положений: из-за того, что меч убран на себя, мы не отдаем клинок под обработку противника. И Небенхут — это именно открытая позиция. То есть это как меч на плече, только меч на бедре. Фишка такой позиции, что удары из нее могут лететь по очень непонятным и странным траекториям. Вообще эту крутилку можно объяснить двумя разными способами. Способ первый. Выебываешься.
разумеется. И второе объяснение — немножко смутить джедаев, чтобы они не поняли, что происходит. Это в целом не самый худший тип финта, когда ты перед атакой просто делаешь какую-то странную штуку, чтобы соперник не понял, что происходит. И тут обратите внимание, Палпатин хотя бы в этом прыжке держит меч перед собой. То есть если мы делаем поправку на силу, даже не самый плохой маневр. Я всех убью, крутясь. Палпатин начинает бой с позиции ключ. Это такой низкий вариант быка. Эта позиция достаточно неплохо предрасположена для укола. Из-за того, что руки убраны чуть-чуть назад, достаточно сложно подействовать на оружие против этой позиции. Также это преимущественно колющая позиция. Из нее можно рубить, но это не слишком удобно. Укол из нее гораздо комфортнее. Также про уколы световым мечом хотелось бы сказать отдельно, потому что у меня был шорт на эту тему, и многие его поняли совершенно неправильно. Поэтому хотелось бы уточнить некоторые моменты. Световой меч, ввиду своей конструкции, это преимущественно рубящее оружие. Удар гораздо проще в техническом исполнении, чем укол. Удар покрывает гораздо большую площадь, из-за этого попасть им сравнительно легче. Уколом же гораздо проще промазать. Также ударом гораздо проще взять оппозицию или сделать действие на оружие соперника. Особенно учитывая тот факт, что у светового меча нет гарды. Гарда помогает нам сместить укол на встречном действии. То есть я не говорю жестко, что световым мечом вообще нельзя колоть никогда ни при каких обстоятельствах. Но создать обстоятельства для эффективного укола гораздо сложнее, чем для эффективного удара. Именно поэтому у преимущественно колющего оружия мы будем видеть такие большие гарды. И зная то, что подавляющее большинство джедаев используют мечи без гарды, скорее всего означает, что укол не самая частая техника на этом оружии. Скорее всего, соотношение приемов составляет примерно 70 на 30. Также на световом мече удар упрощается еще и за счет конструкции клинка. Стальным мечом мы можем иногда ударить плашкой, иногда ударить не в квалификацию, то есть слишком слабо, а световой меч будет наносить урон любой тычкой. Также интересно, что Мейс тоже начинает бой с позиции ключ, что довольно интересно, учитывая то, что и Палпатин, и Винду в рамках лора используют 7-й стиль фехтования на световых мечах. Но у Мейса это его авторское прочтение под названием Ваапад. И судя по тому, как этот стиль описан в лоре, бойцы, которые используют этот стиль, используют серии ложных атак. Они постоянно меняют позиции, у них часто очень рваный темп боя, то есть они то ускоряются, то замедляются, в общем двигаются в очень непонятной парадигме. И у таких бойцов два состояния. Они либо запутывают тебя до смерти, либо просто получают прямую атаку в лобешник, потому что заигрались. Также семерки очень любят выпендриваться. Это такие себе трикстеры. Они трюкачат просто потому что могут. И это часть их психологической игры. Они пытаются спровоцировать вас на какую-то необдуманную атаку. Или просто пытаются вас подавить за счет каких-то цыганских фокусов. Очень хороший пример — это известная походочка Конора Макгрегора. Это абсолютно осознанная штука. Он как бы проявляет максимальное неуважение к сопернику. И на некоторых соперников это работает, потому что это очень бесит. Посмотрите, например, на Палпатина в этом фрагменте. Он делает по сути то же самое. Ладно, про матчап и стили мы поговорили. Перейдем непосредственно к бою. Вообще, по-хорошему, здесь Палпатин делает техническую ошибку. Когда он пытается встать в ключ, он очень сильно задирает правый локоть. Это прям такая очень базовая штука. Обычно локти убираются вниз. Это дает нам большую амплитуду работы плечевого сустава. Такой косяк часто называют куриное крылышко. Просто из-за визуального сходства. Но то, что персонаж просто совершает какую-то техническую ошибку, это в целом нормально. Во время поединка с более-менее равным соперником мы косячим постоянно. Потому что соперник так или иначе заставляет нас делать какие-то ошибки. И здесь Палпатин в достаточно стрессовой ситуации. Потому что если он не убьет всех этих джедаев за первые 5 секунд, то они просто забьют его толпой. Также забавный факт, который скорее всего знают хардкорные фанаты Звездных войн. В изначальной версии сцены Палпатин должен был драться мечом Энакина. Но потом от этой идеи отказались. От идеи отказались, но большинство сцен переснимать не стали. Часто, когда упоминают этот киноляп, показывают вот эту сцену. Но по факту Палыч почти весь бой бегает с рукоятью Энакина. Вот вам компиляция кадров, где это видно лучше всего. Думал, мы не заметим. Заметили. Вообще, укол, который делает Палпатин, довольно киношный. Он делает его с чудовищным замахом, как бы подмигивая зрителю, типа смотри, сейчас будет укол. Обычно во время фехтования мы просто вытягиваем руку вперед для эффективного укола, и этого хватает. Также мы разгоняем свой укол за счет ног, и никакой замах нам физически не нужен. Ну и изначальный вариант мне нравится несколько больше. Здесь Палпатин успевает уколоть Эгона Коллора, уклониться от Сейситина, ну давайте назовем это уклонением, сделаем скидку на то, что это черновик. То есть Сейситин не просто
стоял как столб, а хотя бы попытался проатаковать в свой тайминг. То есть девушка, которая выполняет эту роль Эгона Коллера, даже пытается после укола дорубить Палпатина, но не может этого сделать, потому что он прикрылся ее напарником. В итоговом варианте они просто оба стоят как боты. Особенно нелепо смотрится вот этот кадр. То есть меч Палпатина торчит в Эгоне Коллере, а Сейси Тин просто должен разрубить Палпатина от плеча до задницы. Также у Эгона руки сейчас вполне себе заведены на удар, ну заобоюдь ты его хотя бы. Сейси Тин просто 2 темпа стоит и ничего не делает. Но из интересного, обратите внимание, Палпатин активно пользуется задней стороной лезвия. И это одна из техник, которая отличает длинный меч от катаны, к примеру. И это вполне себе интересное использование свойств светового меча. В общем, не знаю, почему эту сцену переделали. Изначальный вариант был намного круче. Но так бывает в производстве фильма. Постановщик с дохреной опыта приходит к режиссеру и говорит: смотри, какую классную штуку придумал. На что режиссер говорит: я ничего не понял, а можно как-то попроще это сделать? Или на этапе, когда ты объясняешь это актерам, когда ты пытаешься поставить им какое-то сложное движение, они такие: куда, чего? Но из плюсов в итоговой сцене тоже есть интересная находка. После укола Палпатин высвобождает свой меч режущим движением. И такое прокатит только со световым мечом. Но вот дальше тоже происходит что-то странное. Палпатин берет высокую первую защиту, парирует удары Винду и Фиста, делает какое-то движение, похожее на цвер над головой. Все это время Фиста стоит в некоем подобии второй защиты и просто ничего не делает. Мысли Фиста в этот момент: не надо! Дядя, не надо! Да как это казнить? Не надо, дядя! Так, а что там у нас в черновике? Ну а в черновике все гораздо лучше. Палпатин снова начинает с укола. И тут я должен поправить собственную ошибку, которую допустил как-то в комментариях. Когда заходила речь про уколы в Звездных войнах, обычно приводили в пример Палпатина и Дуку. Но Дуку на самом деле в фильмах практически не колол. У него иногда прослеживаются фрагменты сабельной техники, то есть работы с одной руки. Я сейчас имею в виду фильмы. В Войнах клонов там у него добавили различные элементы сабли, смолсворда. Также я посмотрел именно бой из фильма и такой: ну чё, он уколол там 3 раза. То есть у него там на 20 ударов приходится 1 укол. Ну капец, стиль, завязанный на уколах. Но посмотрев вот этот черновик, тут действительно проглядывается то, что у Палпатина действительно коронка, вот этот укол из ключа. Это прям действительно его короночка, которую он пытается сетапить и с которой он постоянно начинает. Вот и здесь Палпатин начинает с укола, Фиста отбивается первой защитой, и поскольку защита была взята широко, то Палпатин добавляет удар с мулинета в голову. Далее Палпатин делает довольно безумную штуку, он вбегает между 2 соперниками. То есть даже имея глаза на затылке в виде силы, это было очень опрометчивое решение. Причем опять же мы видим, что он начинает атаку через укол. После чего мы видим серию прямых и подвешенных защит. Прямые защиты — это где клинок направлен вверх, а подвешенные — где клинок направлен вниз. Они очень хорошо сочетаются между собой, если нам необходимо выполнить серию защит. То есть если мы защитили одну сторону прямой защитой, то вторую очень удобно защитить обратной. Также наоборот, если мы начали с подвеса, как в этом случае, другую сторону защитить прямой защитой. Также очень интересный вот этот удар по корпусу. Действительно, когда мой соперник задирает руки в фронтах, ему очень удобно можно пробить по корпусу. И здесь один из немногих случаев, когда нам грамотно показано использование пируэта в фехтовании. Палпатин делает проносящий удар, то есть удар через цель. И инерция как бы сама выдергивает его из противника. То есть этот удар может смотреться очень анимешно, но на самом деле он вполне себе правдоподобен. Я сам делаю этот прием постоянно. Причем, что довольно интересно, видно, что он задел Винду. А вот на следующем фрагменте уже видна короночка Винду. Короночка Винду — это вот это завязывание. Покажу его на более общем плане с черновика, чтобы было понятно, что он делает. Он пытается вытеснить меч противника в выгодную для себя позицию с помощью вот этого кругового завязывания. В оригинальном монтаже это очень тяжело оценить, но тут есть очень интересное взаимодействие между этими 2 героями. Палпатин пытается засетапить свой любимый укол из ключа, а Винду постоянно отводит его круговыми защитами, чтобы вытеснить меч Палпатина в какое-то невыгодное соединение. Палпатин это понимает и каждый раз сливается из соединения. В оригинальном монтаже это видно крайне плохо, поэтому давайте посмотрим черновик. Там просто более удачный ракурс. Позиция под укол, приглашение или провокация. Укол, сбив, размен ударами. Укол, сбив, размен ударами. Серия защит ответов, завязывание, пара ударов, еще одно завязывание. Палпатин пытается выйти из соединения и садануть Винду ложным лезвием. Далее Винду делает перехват, то есть защиту с шагом вперед. Ладно, закрою глаза на пируэт. Снова делает завязывание, чувствует, что Палпатин сваливает из соединений и пытается вот хотя бы нагнать его этим ударом с одной руки. Палпатин же убегает из соединения и пытается использовать против Мейса прием прямая рука. Подробнее про
него мы говорили в видео про Роба Роя. Суть в том, чтобы минимизировать расстояние от кончика вашего клинка до соперника. Соответственно, сопернику захочется сбить этот клинок, потому что времени на реакцию у него очень мало. Вы же, зная это, можете делать различные переводы, чтобы избежать этого соединения. Вы как бы ставите человека на таймер и заставляете его поторопиться с решением. То есть, короче, этот фрагмент на самом деле невероятно крутой. Причем в итоговом варианте он тоже есть, просто он немножко замаскирован операторкой. То есть это прям коронка против коронки. Палпатин постоянно пытается реализовать свой любимый укол. Мейс постоянно сбивает и пытается выйти на завязывание. А обмен ударами это явно для них какая-то нейтральная территория, которую никто из них не может выиграть. То есть в моменты уколов начинает вести Палпатин, в моменты завязываний начинает вести Винду. Причем, обратите внимание, с каждым завязыванием Винду подходит все ближе и ближе, то есть у него получается это завязывание все лучше и лучше. Последнее завязывание он делает чуть ли не в упор. И каждый раз Палпатину приходится придумывать все новые и новые трюки, чтобы выкрутиться. Пируэты, уклонения, ложное лезвие, прямая рука. Это все карты, которые он выкладывает на стол, чтобы выйти из этого неудобного ему соединения. А если вам самим интересно фехтование, то мы учим множество видов оружия. От длинных мечей и сабель до всякой экзотики. Типа двуручных мечей, рапир Ренессанса, смолсвордов и польских сабель. Ну а мы возвращаемся в далекую-далекую. Опять Мейс выполняет завязывание и заходится уже в положение кора-кор. В итоговом варианте просто убрали небольшой фрагмент с защитами-ответами. Здесь Мейс сразу влетает в клинч через завязывание. И видно, как Палпатин вообще не хочет быть в этом положении. Именно поэтому он выталкивает его из соединения к ситской матери. И тут Винду уже порядком обнаглел. И вот эта штука есть только в черновике. Он встает в позицию фон так, что довольно необычно, потому что из этой позиции крайне неудобно отражать уколы. Укол просто залетает под руки очень часто. Палпатин понимает, что надо менять чертежи. Уколы прям не работают. С каждым уколом он все ближе и ближе к провалу. То есть вот эта позиция от Винду — это такое предложение зарубиться на мужика. И Палпатин встает в зеркалку, как бы принимая это предложение. А дальше он следует благороднейшей из пиратских традиций. Завязать бой, а потом выбежать и уколоть в ногу. Вообще этот прием мне очень нравится. Он не то чтобы какой-то супер подлый. Просто он работает на сломе ожиданий. То есть ты предлагаешь человеку зарубиться, он вроде бы даже соглашается, а потом он пробегает и колет тебя в ногу. И ты думаешь, ну не ситх ли? Но в театралке тоже есть интересный элемент. Тут эта сцена сделана немножко по-другому. Здесь нет удара в ногу, но есть один интересный элемент. Обратите внимание, как Винду пробегает мимо Палпатина после нанесения удара и сразу же разворачивается на него. Это очень похоже на киндошную концепцию дзансин. Киндоки, если ошибусь, поправьте в комментариях. Если отбросить философскую составляющую, то эта концепция сводится к следующему. После нанесения атаки я не должен останавливаться, а должен продолжать бой. Физически это часто выражается в том, что я наношу удар и после этого пробегаю мимо противника. После этого я сразу же разворачиваюсь обратно на противника. В хемии эта концепция тоже полезна из-за правила автоблоу, но у нас эта концепция несколько попроще. Самое главное не схватить удар во время выполнения собственной атаки. А уж как ты это сделаешь, это сугубо твоя проблема. С защитой, уклонением, разрывом дистанции, борьбой, как хочешь. Также обратите внимание на выражение лица Палпатина. Он уже явно злится, он уже зафрустрирован. Прям читается мысль, да что ж ты за неудобная зараза-то такая? Поэтому он снова начинает делать свою акробатику. То есть он снова пытается достать какого-то туза из рукава. И обратите внимание, Сидиус прям зажался в оборону. То есть если в предыдущем бою, который мы разбирали с Оби-Ваном, Оби-Ван сознательно выбрал защищаться, то здесь Сидиус вынужден защищаться. И тут он начинает просто безыдейно спамить свою коронку. Взгляните, раз укол, два укол, и дальше Винду его просто завязал. А поскольку дистанция уже очень близко, следует закономерный ботинок. В черновике происходит очень похожая ситуация. Палпатин уже откровенно убегает. Снова пробует выйти на колющую позицию. И тут Мейс снова встает в ключ. И тут он пробует использовать против Палпатина его собственный укол. И снова мы выходим в ситуацию ключ против ключа. И здесь уже Палпатин не выдерживает и пытается сделать действие на оружие. То есть Мейс ему очень грамотно презентовал дилемму. Так, ну ты либо получаешь укол в лицо, либо заходишь ко мне в соединение. Палпатин выбрал соединение. И там уже Винду его закрутил и обезоружил. То есть с точки зрения тактики в театралке происходит ровно то же самое. Движения плюс-минус одни и те же. Тактика плюс-минус одна и та же. Просто здесь план более крупный. И понять, что делают герои, сложнее. Например, в театралке вообще непонятно, почему Палпатин выронил меч. В черновике видно, что он вполне себе попался на обезоруживание. Также оцените, как двигается Сидиус во время и после падения. Видно, что он в полной панике. Так что, отвечая на один из вопросов, который был поставлен в начале видео, да, Палпатин абсолютно честно проиграл этот
этот бой. Также интересный вопрос. Был ли у Палпатина при себе все это время второй меч? И я склоняюсь к версии, что скорее всего нет. Скорее всего он не достал его из заначки. О чем я думаю в данный момент времени он очень сильно сожалеет. Иначе он бы воспользовался им, когда начал проигрывать. Либо когда его обезоруживали, или когда он пытался гасить Винду молниями. А вот с вопросом, кто из них сильнее как фехтовальщик, далеко не все так просто. Когда я только начинал делать это видео, у меня было достаточно простое мнение по этому вопросу. Палпатин сильнее как фехтовальщик, но он просто завыпендривался и доигрался. Но сейчас я больше склоняюсь к мысли, что они примерно равны. Но Палпатин немного сильнее. Но Windows ему стилистически неудобен. Скорее всего он предпочитает Linux. А черт, не тот текст. Просто у Палпатина коронка это укол, а коронка Винду это прямое опровержение этого укола. И он не может реализовать свое преимущество в уровне, а Винду активно пользуется своей неудобностью. Причем в начале Палпатин очень грамотно воспользовался тем, что соперники друг с другом не знакомы, то есть они не знают арсенал друг друга. И тут возникает интересная ситуация. В начале боя доминирует Пал Палыч, в конце наоборот инициатива переходит к Винду. И получается, чем короче будет схватка, тем больше шансов у Палпатина. Чем дольше она будет затягиваться, тем больше преимущества будет накапливать Винду. И с тем, чтобы затянуть бой, Винду помогли пацаны. Тарасы немытые! Ну, где мы попали? Да не эти, блин. Короче, тут ситуация похожая на Корекса и Желимана. Когда Желиман продал Корексу 3 партии в регицид, а потом больше никогда ему не проигрывал. То есть, если бы у Палпатина было время подготовиться и изучить, как двигается Винду, он бы, скорее всего, нашел какую-то дырочку, которую можно будет эксплойтить. Но если бы они встретились без предварительной подготовки, тут у Палпатина один шанс — закончить бой быстро. И по факту он пытался это сделать, просто Мейс ему не дал. Ну и поскольку тема довольно спорная, я решил спросить мнение своих коллег. Начал я со своего тренера и нашего предводителя Саши Рябова. Сейчас Саша ведет длинный меч и военную саблю, но вообще он правильный мультикласс, то есть он умеет вообще на всем. Его мнение то, что Винду круче, потому что он безапелляционно взял этот бой. Но привел он с собой каких-то адских лохов, которые нелепо слились 4 в 1. Егор Тарасов, который у нас ведет французскую шпагу, сказал, что оба лохи, и Реван или Экзер Кун порвали бы их на британский флаг. А вот Илья, наоборот, занял сторону Палпатина. Я скажу так. Палпатин для меня вообще интереснейший персонаж, но с точки зрения фехтования он вообще особенный. У него есть какая-то такая глубина, которую не сразу видно. Сейчас поясню. Во-первых, он прекрасный тренер, как ни странно. Он подготовил своих учеников не просто хорошо, не просто как практик, который сам что-то умеет и показал какие-то фишки, а он дал им определенный каждому инструментарий, который подходил именно этому конкретному ученику. И это говорит о втором пункте, связанном с фехтованием Палпатина. То, что он на самом деле фехтовальный мыслитель, то есть он его понимает. И отсюда идет и третий пункт. Многие, наверное, знают, что Палпатин в принципе хотел как бы избавиться от необходимости фехтовать, от того, чтобы использовать световые мечи, поэтому он там старался прокачать силу. И в моем понимании это признак того, что он действительно очень круто разобрался в фехтовании, потому что он не хотел на него прямо 100% полагаться. Это свидетельствует, помимо там осторожности, интеллекта, еще и о понимании самого вопроса. Поэтому в этом выборе между Винду и Палпатином, несмотря на то, что Винду все-таки скорее выиграл в их личном противостоянии, но в общем, с точки зрения фехтования, я все-таки Палпатина поставлю выше. Так что, как видите, тут даже фехтовальщики не могут сойтись во мнении. Ну и я должен прокомментировать вот эту сцену. Зачем было делать этот чудовищный замах, когда можно было просто немножечко вытянуть руку вперед? Но на самом деле это не настолько плохо, насколько вы можете подумать. Палпатин тут не мог защититься никак. Что от удара, что от укола. Винду просто не ожидал подставы от Энакина. Но, конечно, да, этот замах дал вообще возможность Энакину вмешаться. Если бы Винду не выпендривался и просто доколол, Энакин бы даже меч достать не успел. Знаете, вот есть куча фанфиков на ютубе, что было бы если Энакина отправили убивать Гривуса и прочие теории разной степени разумности и безумия. Но нигде нет теории, что было бы, если бы Винду доколол. Типа серьезно, добро было в шаге от победы, в одном уколе. У соперника даже оружия не было, и тут такая подстава. В общем, бой получился очень классным, но очень жаль, что не все фрагменты из черновика дошли до итоговой сцены. Но здесь хотя бы, в отличие от сцены Энакин Дуку, почти весь футаж дошел до нас в неизменном виде. Серьезно?
Серьезно, я думал, этот бой будет максимально проходниковым, и мы его проскочим буквально минут за 10. Но здесь оказалось очень много крутых вещей. Майндгеймы, переход инициативы от бойца к бойцу, большое разнообразие приемов, тактическое общение между бойцами, коронные приемы и как они накладываются друг на друга. То есть этот бой на самом деле невероятно классный в своей задумке. Он очень интересный и очень близкий. Именно поэтому он вызывает столько споров. И мне бы очень хотелось, чтобы больше поединков в кино выглядели именно так. Также большое спасибо зрителям, которые поддерживают выпуск контента через Boosty. Там мы устраиваем голосовалки за темы будущих видео. Сейчас мы выбираем следующий синематик и следующую игру в разбор. А на сегодня все.